Кровь стекает по цветку, пока под пасмурным небом выставляют на показ ряды отрубленных голов. Еще одного заключенного собираются казнить на глазах у судьи. Палач поднимает свой меч и быстро опускает его на шею заключенного. Отрубить голову одним ударом практически невозможно. В большинстве случаев для полного отделения головы требуется несколько ударов. Самурай несколько раз взмахивает мечом, чтобы отрубить голову заключенному. Но несмотря ни на что, меч ломается, что удивляет как судей, так и самого палача. Тем временем беловолосый заключенный вздыхает и недоумевает, почему он никак не может умереть. Он убил бесчисленное количество людей и не рассчитывал прожить долгую жизнь. Чуть позже заключенного возвращают в камеру, а женщина записывает его биографию. Заключенного зовут Габамару, он родился в деревне Ивагакиора и был шиноби. С детства он изучал только технику убийства. Многие погибают во время тренировок, но те, кто выживает, становятся сверхлюдьми. Женщина понимает, что Габамару такой же. Сломать клинок о шею – это просто. Габамару соглашается с ней, указывая, что ему даже не пришлось использовать ниндзюцу, чтобы защититься. Женщина просит его продемонстрировать ей ниндзюцу, но Габамару отказывается. На следующий день судья приказывает сжечь Габамару на костре. Обычно сожжение – это наказание за поджог. Обжигание плоти вызывает невероятную боль, а от жара мышцы сжимаются, и тело так сильно изгибается, что ломаются кости. Иногда человека убивают заранее, чтобы облегчить его страдания. Самурай пытается уговорить Габамару сдаться, прежде чем его сожгут, но копье ломается, когда они пытаются его пронзить. Они продолжают жечь его, и Габамару поглощает огромное пламя. Но через некоторое время он открывает глаза за стеной огня. Все еще дымящегося Габамару вернули в камеру, где он разговаривал с женщиной. Он объясняет, что даже не пытался сопротивляться, и что он тоже хочет умереть. Женщина просит его рассказать свою историю, чтобы она могла продолжить свою работу и записать ее. Габамару упоминает, что ему сказали, что его родители были убиты старостой деревни, когда он был младенцем. Он не знает почему и не испытывает никаких чувств по этому поводу. У шиноби нет никаких целей, поэтому он не мечтает. Они просто убивают, когда им приказывают. А что касается того, почему его поймали, то это потому, что он пытался покинуть деревню. Поэтому его союзники предали его, когда выполняли задание, и его схватили. Староста деревни, вероятно, приказал им это сделать, потому что они не разрешают никому покидать деревню. На следующий день Габамару приговорили к казни быками. Во дворе вывели быков, привязали их к его ногам. Этот способ не только отрывает ноги человека, но и разрывает их от паха до груди. Самурай начинает подгонять быков, и веревки, привязанные к ногам Габамару, натягиваются. Но быки уже выбились из сил, а Габамару все еще цел. Судья начинает злиться из-за всего этого унижения. Женщина подходит к Габамару и говорит, что несмотря на его желание быть убитым, она заметила, что он сопротивляется. Она спрашивает, почему он хочет покинуть деревню. Габамару объясняет, что он был лучшим в Ивагакуре. Он был признанным лидером и женился на дочери вождя. Но его жена была глупой, беззаботной, наивной, избалованной девушкой. Она перевернула его жизнь с ног на голову, заставляя снимать обувь, когда он входил в дом, молиться каждый день и говорить спасибо после еды. Ему это надоело, потому что он не хотел терять хватку. Поэтому он попросил разрешения покинуть деревню. Вождь соглашается при одном условии: он должен выполнить последнее задание. После того, как его схватили, он понял, что его подставили. Он понял, что глупо было перечить вождю, и сдался. Той же ночью самурай говорит женщине, чтобы она держалась подальше от Габамару ради своей безопасности. Он говорит ей, что он не просто Габамару, бывший шиноби Ивагакуры, но и Габамару Холлоу, легендарный человек без крови и слез, который убил 20 человек, когда его арестовали. Он также говорит ей, что по слухам шиноби Ивагакуры пьют эликсир жизни, лекарство бессмертия Шинсёкая. Но она замечает, что если он действительно человек без крови и слез, то почему он так отчаянно сопротивлялся, что убил 20 человек? Тем временем Габамару размышляет над словами женщины. Он понимает, что она права, он действительно сопротивляется. Когда они пытались отрубить ему голову, он напряг шею. Он удивляется, почему он до сих пор не умер, ведь у него больше нет привязанностей. На следующий день Габамару приговорили к смерти через сожжение в масле. Масло воспламеняется при температуре выше 370 градусов, поэтому оно не может долго кипеть в котле. Это не имеет значения,
ведь все умирают раньше, чем это происходит, но Габамару, который сейчас уходит от разбитых котлов, весь в огне, но невредим. Он удивляется, почему он это терпит. У него не должно было остаться никаких привязанностей. Он должен был быть опустошен. Тем временем судья дрожит от гнева из-за очередной неудачной попытки казни. Женщина закрывает блокнот, в котором она что-то писала, и говорит судье, что она закончила записывать события и готова приступить к следующему этапу в любое время. На следующий день судья ведет связанного Габамару по коридору. Габамару спрашивает, какая казнь его ждет на этот раз. Но судья улыбается и говорит, что на этот раз он наконец-то замолчит. Дверь открывается, и Габамару видит женщину, стоящую на коленях посреди комнаты. Габамару в замешательстве, и судья объясняет, что эта женщина на самом деле не просто инспектор. Она мечница-тестер, присланная из Идо, палач Ямада Азия Сагири. Ямада Азия – это название клана Ямада, который на протяжении поколений был тестером мечей и палачами. Они мастера меча, способные проверять мечи и обезглавливать преступников одним ударом. Сагири говорит Габамару, что сёгунат поручил ей его казнить. Габамару сразу же представляет, как его голова слетает с плеч и вздрагивает от страха. Он понимает, что Сагири настоящий профессионал. Он ломает наручники, сковывающие его руки, и уходит, пошатываясь. Судья испугался и тут же приказал Саджири быстро казнить его. В мгновение ока Саджири уже стоит позади Габамару с высоко поднятым мечом. Она опускает его на шею Габамару, но тот уворачивается и откатывается в сторону. Саджири спрашивает, почему он двигался, ведь если бы он остался на месте, то получил бы то, чего хотел – смерть. Тем временем Габамару держится за кровоточащую рану на шее. Саджири снова нападает, и Габамару перепрыгивает через нее, удивляясь, почему его тело не хочет умирать. Саджири говорит ему, что на ее работе ей приходилось присутствовать при смерти многих людей. Она научилась определять, что чувствуют люди перед смертью. Истинная природа человека отражается в его клинке. Некоторые держатся до последнего, другие молят о пощаде, а некоторые лгут себе и говорят, что смирились со смертью. Она понимает, что внутри Габамару огромная пустота. Но он солгал об одном. У него есть привязанность в жизни. Габамару любит свою жену. Ее слова заставляют воспоминания о жене промелькнуть перед его глазами, и он понимает, что был по-настоящему счастлив с ней. Он быстро выхватывает меч у стражника и бросается на Саджири. Их мечи скрещиваются еще до того, как стражник успевает отреагировать на его выпад. Саджири говорит Габамару, что он не мог умереть во время казни из-за любви к жене. Он просто лжет себе, что у него больше нет привязанностей. Габамару кричит на нее, чтобы она замолчала, и говорит, что она ничего не знает о его жизни. Он кричит, что он пуст внутри, и снова нападает. Но в мыслях он вспоминает, как жена говорит ему, что он не пуст, и перевязывает его раны. Он отвечает жене, что это прозвище ему подходит, потому что он привык к ужасным вещам. Его жена обнимает его и говорит, что это неправда. Он добрый. В конце концов, он единственный, кого не оттолкнуло ее лицо. В их деревне мужчины солдаты, а женщины рожают детей. Им не позволено жить как обычным людям. Ее отец сжег ей лицо, чтобы она не пыталась жить как обычная женщина. Жена наклоняется к нему и целует в губы. После первого шока он краснеет и смущается. Жена смеется и показывает на его лицо, говоря, что такой человек, как он, не может быть пустым. В настоящем времени они продолжают драться, потому что Габамару настаивает, что он пустой и бесчувственный монстр. Как бы он ни старался, он никогда не сможет стать человеком. Раньше он зарабатывал, убивая людей. Его жена пыталась скрыть это, но он видел, что она разочарована. Поэтому он решил больше не зарабатывать на жизнь убийствами, и они могли просто жить спокойно. Жена этого хотела, и он думал, что ее отец, вождь, поймет. Но вождь все равно его прогнал. Он собирается продолжить нападение, но Сагири вдруг говорит, что у него еще есть шанс. Она показывает ему свиток с официальным помилованием. Оно не только снимает все обвинения, но и ставит его под защиту сёгуна. Теперь ни магистрат, ни деревенские шиноби не могут причинить ему и его жене вреда. Но есть одно условие. Габамару должен отправиться на другую сторону. Это сбивает Габамару с толку, и он спрашивает Сагири, хочет ли она, чтобы он умер. Сагири объясняет, что есть земля, полная плодородия и радости, где нет боли. Эта земля называется Синсинке. С древних времен люди называли ее раем, другой стороной или небесами. Говорят, что она находится далеко на юго-западе, за королевством Рюкю. И вот, наконец, ее нашли. Там было полно бабочек, цветов, и слышались прекрасные голоса поющих. Также говорят, что в Синсинке можно найти эликсир бессмертия. Сёгунат отправил туда поисковую группу, чтобы добыть эликсир. Но они вернулись только с лодкой, полной цветов.
Когда они осмотрели лодку, цветы росли прямо на телах самураев, которых они отправили. Было отправлено еще 5 экспедиций, но ни одна не вернулась. Вместо того, чтобы испугаться, сёгунат объявил, что эта земля должно быть действительно волшебная. Значит, там должен быть эликсир бессмертия. Он приказал, чтобы в следующую экспедицию отправили людей, которых не жалко, то есть преступников, приговоренных к смерти. Тот, кто принесет эликсир, будет помилован. Сагири пришла туда, чтобы найти подходящих кандидатов. Человека с навыками и сильным желанием жить. Затем она говорит Габамару, что слышала, что его жена все еще в Ивагакьяре, ждет его. С того дня, как его схватили, она замкнулась в себе и ни с кем не разговаривала. Затем она объясняет Габамару, что единственный способ для него воссоединиться с женой – отправиться на таинственный остров с жестокими преступниками, приговоренными к смерти, и побороться с ними за помилование. Рискнет ли он всем этим ради жизни с женой? Судья говорит, что не позволит Габамару получить помилование. Он приказывает своим людям окружить их и готовиться к нападению. Тем временем Габамару снова вспоминает лицо своей жены. Слезы текут по его щекам, и он спрашивает Сагири, хочет ли она еще увидеть искусство ниндзя. Внезапно все тело Габамару окутывает пламя. Через некоторое время Габамару сидит на земле рядом с без сознания лежащими охранниками, а Сагири сдерживает магистрата. Габамару говорит ей, что он сделает это. Он найдет эликсир жизни. В прошлом приговоренный к смерти рассказчик попросил казнить его, пока он будет рассказывать свою историю. Отец Сагири, моряк Кичиджи Ямада, согласился на его просьбу. Даже после того, как рассказчика обезглавили, он закончил свой рассказ. Он даже не понял, что его казнили. Это был идеальный удар, безболезненный и лишенный эмоций. Увидев это, Сагири решила пойти по стопам отца. После обучения Сагири провела свою первую казнь, успешно обезглавив осужденного одним ударом. Но потом она увидела, что к ней тянутся призраки мертвых. Старший наставник сказал ей, что в ее фехтовании есть страх, поэтому она заставляет осужденных умирать мучительной смертью. Сагири пообещала, что будет тренироваться еще усерднее. В следующий раз, когда она казнила кого-то, наставник сказал ей посмотреть на свой меч. В его отражении она снова увидела призрак мертвеца, смотрящего на нее. Сагири поняла, что ее меч тяжел от страха, и осужденные страдают, отчего меч становится еще тяжелее. Она задумалась, как избавиться от сомнений и страха в своем сердце, как это делал ее отец. В настоящем осужденные преступники, завербованные моряком, собрались перед судьей, его превосходительством Токугавой Нариёси. Преступники начинают бунтовать, и самураи беспокоятся о том, что может произойти. Тем временем Сагири изучает преступников и выясняет их личности. Среди них есть грабители, серийные поджигатели и жестокие убийцы. Главный самурай начинает рассказывать преступникам о задании, которое они должны выполнить: отправиться в Шинсенки и вернуться с эликсиром жизни. Тот, кто выполнит задание первым, получит помилование. Сагири замечает, что настроение преступников меняется, когда они слышат о помиловании. Она видит, что один из них, серийный убийца, приходит в восторг от возможности снова убивать. Она задается вопросом, сможет ли она убить человека без сомнений и страха, если будет знать, что этот человек действительно злой. Тем временем она замечает, что Габамару просто зевает от скуки. Одна из заключенных, женщина Кунаити, узнает Габамару. Она отмечает, что он выглядит намного меньше и хуже, чем говорят слухи. Его тоже поймали. Габамару извиняется за то, что не оправдал ее ожиданий, а Сагири признается, что сначала она опасалась Габамару. Но теперь он такой вялый, будто это совсем другой человек. Неужели он такой же, как остальные преступники, или даже хуже? Она проверяет свой меч, но вздрагивает, когда видит в отражении клинка призрака. Самурай продолжает рассказывать преступникам об острове, на который они отправятся. Но преступники снова начинают кричать и буянить. Это заставляет главного самурая приказать преступникам снять маски. Затем они выносят предмет, накрытый белой тканью. Они снимают ткань, и под ней оказывается человек, из которого растут цветы и ветки. Самурай объясняет, что это единственный сержант, который вернулся живым из недавней экспедиции. Как они видят, он уже не человек. Когда он вернулся, все его тело было покрыто волдырями, которые начали лопаться на следующий день. Остальные 60 членов экспедиции до сих пор не вернулись. Они тоже понятия не имеют, что происходит на острове, и учитывая, что этот человек их единственный источник информации. Преступники начинают возмущаться, что им не сказали, насколько опасны эти острова. Тем временем один самурай настаивает, что превращение в цветы – это мистическое благословение, ведь они попали в рай. Преступники спорят с ним, а самурай требует, чтобы они были благодарны за возможность попасть в рай. Один из преступников, молодой парень, спрашивает, насколько они уверены, что эликсир действительно там, ведь у них нет никакой информации об острове.
Главный самурай отвечает, что они все еще могут отказаться от участия в экспедиции, ведь это дело добровольное. Один из татуированных преступников принимает его предложение и уходит с собрания. Но прежде чем он успевает уйти, моряк Ямада обезглавливает его. Главный самурай объясняет, что по прибытии на остров к ним приставят надзирателей. В конце концов, все они осужденные преступники, приговоренные к смертной казни. Таким образом, моряк Ямада будет их сопровождать в качестве надзирателя. Если они будут плохо себя вести, их обезглавят на месте. Естественно, если их надзиратель умрет, случайно или в результате убийства, их тоже обезглавят. Если они вернутся без надзирателя, их не пустят на корабль. Габамару спрашивает Сагири, правда ли это, и она быстро подтверждает его слова. Он спокойно соглашается, и Сагири задумывается, храбрый он или просто глупый. Затем Сёгун что-то шепчет главному самураю. Получив указание, главный самурай объясняет, что перед высадкой на остров им нужно уменьшить количество людей. Не все смогут высадиться на остров, потому что вместимость корабля и количество моряков ограничены. Преступники не понимают, что он имеет в виду, но один из них медленно говорит. Молодой человек со шрамом на лице душит другого преступника и говорит, что самурай хочет, чтобы они убили друг друга. Он разбивает голову другому преступнику камнем и говорит остальным, что нужно действовать быстро, иначе их убьют. Главный самурай соглашается с его оценкой, говоря, что на острове от них все равно не было бы никакой пользы. Однако он предупреждает преступников, чтобы они не развязывали руки. Начинается хаотичная драка, преступники ломают друг другу шеи, пинают друг друга и разбивают друг другу головы камнями. Сагири наблюдает за хаосом, а Габамару спокойно сидит на своем месте. Пока продолжается драка, все больше и больше преступников погибает. Сёгун наслаждается зрелищем, потому что в его время не часто можно было увидеть смертельные бои. Тем временем главный самурай презирает Сёгуна, потому что в драке нет никакого смысла. Со связанными руками преступники не могут драться как следует. Это просто хаотичная драка. Сёгун спрашивает другого самурая, у кого из преступников красные печати. Это означает, что у них есть особые навыки, которые граничат с суперспособностями. Самурай указывает на них одного за другим. Первый светловолосый мужчина со шрамом, который начал драку. Несмотря на свой юный возраст, он возглавлял банду разбойников. Он необычный парень, который основал бандитскую деревню в горах Ио. Далее женщина, которая узнала Габамару. Она участвовала во вторжении в замок Саджуа. Она Кунаити, которая уничтожила всех слуг в замке. Затем длинноволосый мастер меча, известный как Клинок Дракона. Далее здоровяк, который первым съел медвежью голову. По слухам, ни мечи, ни копья не могли его ранить. Среди них самый известный, живая легенда, Габимару Пустоголовый. Однако, когда самурай указывает на него, они удивляются, потому что он просто стоит посреди драки и не двигается. В стороне старший напарник Сагири Ян спрашивает, не слишком ли она взволнована. Ян говорит ей, что на острове будет еще более жестоко. Не только среди преступников, но и ей самой может грозить опасность. Сможет ли она тогда убивать? Затем он говорит ей, что она не подходит для их работы. Сагири обижается, но не может ничего ответить. Идзан спрашивает, зачем она вообще взяла меч. Дочь воина должна жить спокойно в своем особняке и держаться подальше от судьбы палача. Сагири глубоко вздыхает и отвечает ему, что если бы могла, то так бы и сделала. Но даже в детстве она знала, что все члены клана Ямада зарабатывают на жизнь смертью людей. Испытание мечей на телах, обезглавливание преступников и изготовление лекарств из трупов – вот их будущее. Дети бегали за ней и бросали в нее камни, называя ее дочерью мясника. Она может закрывать на это глаза, но правда отражается в клинке. В настоящем группа преступников планирует сбежать из тюрьмы. Они видят Сагири и решают напасть на нее и отобрать меч, ведь она женщина. Изану приходится вмешаться и убить их, но Сагири останавливает его. Вместо этого она сама подходит к ним. Она вспоминает, как в прошлом не смогла избежать казни. Но она не собирается покорно принимать свою судьбу и найдет свой собственный путь. Она достает меч и готовится к атаке. Она чувствует, как страх снова охватывает ее, но все равно обезглавливает нападающих на нее преступников. Она не понимает, почему страх не отпускает ее, но тут она слышит, как Габамару говорит, что убивать людей – это неправильно. Габамару обращается к дробовику и спрашивает, есть ли другой способ выбрать, кто пойдет с ними. Может быть, они и убийцы, но не все они убивали по своей воле. Асгард злится на него за то, что он так прямо говорит с Сёгуном. Но Габамару повторяет, что убивать людей, если в этом нет необходимости, это самое естественное в мире. Тем временем главный самурай приказывает группе преступников убить Габамару. Если они справятся, то автоматически присоединятся к экспедиции. Преступник с радостью принимает предложение и поднимает камень. Габамару пытается урезонить их,
но преступник отвечает, что ему несложно убить, если это поможет выжить. Он бросает камень в Габамару, но тот просто уклоняется. Не имея выбора, Габамару вздыхает и решает, что придется защищаться. Преступник спрашивает, почему он не хочет никого убивать, но Габамару отвечает, что тоже не может позволить себе умереть. Одна мысль о том, что ему предстоит, давит на него тяжким грузом. Затем он внезапно бросается на преступника и разрывает ему горло. После этого он нападает на остальных заключенных, убивая каждого ударом ноги в голову или зубами. Они пытаются напасть на него, но он легко расправляется с ними. Их схватка заканчивается на берегу, где Габамару продолжает убивать всех, кто на него нападает, и в конце концов вонзает руки в грудь последнего нападавшего. Сёгун и самураи поражены его силой. Кажется, они наконец поняли, что человек, купающийся в крови, это легендарный пустой. Тем временем Сагири вспоминает, как Габамару говорил, что убийства тяготят его. Это точно описывает, как тяжело ей убивать и как это отражается на ее мече. Она думает, что ей нужна не сила, чтобы не бояться убивать, а решимость принять на себя этот страх и ответственность за жизни, которые она забрала. По ее щеке скатывается слеза, и Сезон спрашивает, все ли с ней в порядке. Он спрашивает, не слишком ли велика для нее ответственность за убийство Габамару, но она твердо решает убить его. Главный самурай также объявляет, что все выжившие присоединятся к экспедиции. Это Азао, король бандитов, Тамия, дракон-мечник, Каннан-охотник, Нуругаи из Санки, Харуб, Момо-маки, отступник Иракира, великан из Бизона. Каждого из 10 заключенных будет сопровождать палач. Они сядут на корабль, отправятся на неизведанный остров и найдут эликсир жизни. Они отправляются в рай, в небеса, в Шин-Сён-Кайле. Даже после того, как его пронзили клинками и выпотрошили, он все равно стоит на ногах. Увидев это, Габамару не может не признать, что глава их деревни Ивагакири действительно бессмертен. Видимо, это из-за лекарства, которое он давным-давно получил в стране за морем. Сейчас Габамару находится в другой стране за морем. Он говорит, что, судя по выражению лица Сагири, она не верит в существование эликсира жизни. Но Габамару уверяет ее, что он настоящий. Он не знает, есть ли он в этом месте. Они входят в лес, полный красивых цветов и пышных деревьев. Увидев такую красоту, Сагири говорит, что в таком месте наверняка можно найти эликсир жизни. Но Габамару отвечает, что для него это место кажется жутким. Здесь нет ни порядка, ни логики в том, какие растения растут, и это кажется ему неестественным. Мало того, они помнят цветы, которые выросли из тела самурая. Габамару развязывает веревку, которой связаны его руки, но Сагири говорит, что ему нельзя этого делать. Габамару возражает, что это глупо отправляться на поиски эликсира со связанными руками. Сэйдзири настаивает, что это не их выбор, а приказ сёгуна. Она не может допустить ни одной попытки нарушить правила. Он возражает, что не только это кажется ему глупым в этой экспедиции. Им дали еду и воду только на 3 дня, и единственная подсказка – это рисунок. Похоже, они на самом деле не пытаются найти эликсир. Сагири угрожает Габамару своим мечом и объясняет, что она не союзница ему, а его палач. Если он не найдет эликсир, это не ее проблема. Если он откажется связать себе руки, она просто убьет его. Габамар вздыхает и соглашается, чтобы ему снова связали руки. Откуда ни возьмись, огромный металлический шар на цепи внезапно врезается в него, отбрасывая в сторону. Шар возвращается к другому заключенному Каону. Сагири удивлена, потому что азиатский палач, охраняющий Каона, просто стоит рядом с ним. Каон злорадствует над своей победой, но тут Габамар резко просыпается и разминает шею. Сагири объясняет ему, что Каон – монах-воин, который во время тренировок полюбил оружие. Говорят, он украл больше сотни видов оружия у других воинов. Но Габамар замечает, что его руки не связаны. Сагири спрашивает азиатского палача, охраняющего Каона, Кишо, почему у Каона не связаны руки. Кишо отвечает, что Сагири единственная, кто остается такой же непреклонной, как и раньше. Они могут связать себе руки на обратном пути. Он говорит, что Сагири самая младшая из моряков, потому что она слишком честная. Тем временем Хан снова говорит и рассказывает Габамару, что он такой же смелый и стойкий, как о нем говорят слухи. Он собирается испытать на нем свое оружие. В конце концов, оружие блестит только тогда, когда оно напивается крови. Затем он достает из сумки большую булаву. Габамар возражает, что если они будут драться здесь, то остальные получат преимущество. Но Хан отвечает, что именно поэтому он это и делает. У них не было никаких зацепок, с чего бы им начинать. Таким образом, он планирует сначала убить других преступников, а потом уже искать эликсир. И Габамару его первая цель.
Кишо говорит им, что они могут убить друг друга, если захотят, а он просто будет наблюдать. Сагири соглашается с ним, и Габамару вздыхает и решает, что ему нужно убить Каона. Каон нападает на него, и Габамару готовится к бою, но Сагири внезапно ударяет его сзади. Она приказывает ему связать руки. Габамару, не имея выбора, связывает себе руки, пока Каон атакует его всевозможным оружием. Меса бьет его по голове, молот разбивается о его бок, и Каон пытается проткнуть его копьем. Не пострадавший Габамару позволяет ему нападать и заканчивает связывать себе руки. Тем временем Каон тоже видит в этом преимущество, потому что может испытать на нем все свое оружие. Габамару начинает сопротивляться, поднимая Каона в воздух тем самым копьем, которым тот пытался его проткнуть. Всевозможное оружие выпадает из рук Каона, и Габамару подбрасывает копье и бьет им Каона. Каон падает на землю. Сагири удивлена, что Габамару удалось победить Каона одним ударом, но Каон медленно поднимается, показывая, что доспехи были пришиты прямо к его коже. Несколько сцен спустя Габамару стоит над трупом Каона, изрешеченным всевозможным оружием. Затем он показывает Сагири свои связанные руки и говорит, что им нужно идти искать эликсир. Тем временем Кишо достает свой меч и обезглавливает Каона. Он поднимает голову и прощается с ними. Габамару спрашивает, не нужно ли им сражаться, и Кишо объясняет, что они не враги и не союзники. Если преступник, за которого они отвечают, умрет, то они просто заберут его голову. Сагири просит его быть осторожным на обратном пути, но Кишо отвечает, что ему повезло, что он так быстро добрался домой. В отличие от Сагири, которая думает, что она в безопасности, потому что руки Габамару связаны. Кишо говорит ей, что он уже многое повидал, всего через несколько минут после того, как они высадились на берег. Некоторые пытались устранить конкурентов еще до того, как они высадились, некоторые планировали действовать сообща, а некоторые только притворялись, что действуют сообща. Преступники никогда не следовали правилам общества. Они будут пытаться выжить любыми способами. Сагири спрашивает, не нарушат ли преступники правила, если получат прощение, но Кишо снова называет ее упрямой. Для самурая слово сёгуна закон, но самое главное – это их приоритеты. Приоритет номер один – эликсир, а все остальное потом. Сёгунат предпочел бы, чтобы они нарушили правила ради эликсира, а не потерпели неудачу. Он спрашивает, не убить ли ему Габамару ради нее, но прежде чем он успевает обнажить меч, Габамару останавливает его и говорит, что не стоит тратить время на шутки. Он просто хочет вернуться к своей жене. Тем временем на пляже гигант Ракурота и его страж выходят на берег. Ракурота внезапно нападает на Изану, вынуждая его защищаться. Но его меч ломается о кожу Ракуроты. Через несколько мгновений Ракурота уже пожирает тело мертвого самурая. В другом месте король бандитов Аза убивает монаха Харуза. Касин Акаджу был убит стражниками, которых она пыталась соблазнить. Амаро и Юрия, пытавшиеся заключить союз, оба пронзены мечами. Кишо также сообщает Габамару, что сёгунат, вероятно, связался с его родной деревней Ивагаки. И говорит Сагири, что их миссия, скорее всего, определит, кто станет следующим главой их клана. После того, как Кишо уходит, Сагири понимает, что он был прав. Несмотря на то, что они путешествовали вместе, она все еще не понимает, каков настоящий характер Габамара. Она собирается спросить, куда они направляются дальше, но тут Габамар внезапно нападает на нее. В прошлом родители Габамара попросили разрешения покинуть деревню после рождения ребенка. В ответ вождь убил их и решил воспитать их сына Габамара как своего собственного. Он сказал маленькому Габамару, что эмоции, даже любовь между родителями и детьми, делают людей слабыми. Если он не будет сильным, то не сможет защитить тех, кто ему дорог. Вернувшись в настоящее, Габамар вспоминает лицо своей жены и нападает на Сагири. Она пытается сказать ему, что он нарушает правила, но Габамар отвечает, что если Ивагаку прибудет на остров, все сгорит дотла. Он должен найти эликсир до этого, а Сагири будет только мешать ему. Затем он снова нападает на Сагири, которая понимает, что должна казнить Габамара. Но по какой-то причине она колеблется. Тем временем Габамар тоже задается вопросом, почему он не может убить Сагири, хотя у него было несколько возможностей сделать это во время их схватки. Кажется, он что-то обдумывает. Он вспоминает слова своей жены о том, что убивать кого-то – это нормально, и что нужно прислушиваться к своим эмоциям, потому что он уже не тот, кем был раньше. Истинная храбрость – это быть искренним в своих чувствах. После встречи с женой он испытал еще больше эмоций. Он даже почувствовал ненависть, когда один из врагов пообещал отомстить за его жену, и он безжалостно убил их. Он собирается снова убить Сагири, но его рука не поднимается, чтобы перерезать ей горло. Он задается вопросом, что за слабость овладела им. Одним ударом он уничтожает мечи Сагири и просит ее умереть спокойно, потому что убийство причинит ему боль. Сагири усмехается и спрашивает, остались ли у него хоть какие-то чувства. После долгой битвы Габамару сидит над телом Сагири, направив клинок ей в горло.
Он говорит, что у него нет никаких чувств, потому что он Габамару пустота. Он убил так много людей, что устал от этого. Убить еще одного человека ничего не изменит. Но его рука дрожит, и он не может заколоть Сагири. Призрак вождя, нависший над его плечами, сменился теплыми объятиями его жены. Он не понимает, почему до сих пор колеблется, хотя не должен ничего чувствовать. Сагири смотрит на его лицо и понимает, что такое выражение у него всегда, когда он собирается кого-то убить, как будто он пытается что-то вытерпеть. Она понимает, что Габамару вырос в такой среде, где его неправильно воспитали. Он не пустой человек, который ничего не чувствует. Он человек, у которого есть чувства. И наблюдая за ним, она смогла разобраться в своих собственных чувствах. Габамару плачет и говорит, что он уже настолько слаб, что не может убить девушку. Но Сагири отвечает ему, что это не слабость, а сила. Она считает, что не убегать от своих чувств – это сила. Габамару вспоминает, что его жена говорила ему то же самое в прошлом. Сагири садится и говорит, что на этот раз простит его поведение. Если он сожалеет о своих преступлениях, разбирается в своих чувствах и пытается вернуть себе жизнь, то она хочет помочь ему в этом. Но она также говорит себе, что должна разобраться в своих чувствах, чтобы стать сильнее. На другой части острова дракон-меч Тами находит разбросанные буддийские статуи. Он замечает, что у бабочки, которая села ему на руку и ужалила, человеческое лицо. Он вспоминает, как цветы распускаются на трупах, и быстро отрубает ужаленную руку. Вокруг него появляются скорпионы, а также моряк-охранник и огромные человекоподобные монстры. Тем временем вокруг Габамару и Сагири тоже появляются скорпионы, когда они сражаются с монстром с рыбьей головой. Известный как дракон-клинок, не имеющий себе равных в 8 провинциях, Тами искал людей сильнее себя, чтобы сразиться с ними. Когда он наконец остановился, лорд попросил его стать его офицером. Лорд был великим человеком, который гордился своим огромным особняком. Его семейный герб тоже был в виде дракона. Поэтому Тамия согласился работать на него. Но однажды во время пьянки лорд сказал ему, что он может называться драконом, но не сможет убить настоящего дракона. Тамия обиделся на это и убил дракона у ворот лорда. Из-за этого весь клан лорда ополчился на него, и его приговорили к смерти. Как только он получит помилование, с него снимут все обвинения, и он снова начнет тренироваться, пока не разрушит весь особняк лорда пополам. Азиат, который его сопровождает, говорит, что не понимает его, а Тамия отвечает, что это азиаты странные, потому что отрубают людям головы. Азиат по имени Фучай отвечает, что отрубание голов не единственное, что умеют делать в их клане, они также проверяют мечи и изготавливают лекарства. Они также препарируют людей, чтобы изучать человеческое тело и развивать медицину. Он достает свой меч и направляет его на Тамию, предупреждая, что не позволит себя оскорблять. Они заходят в лес, где Фучай спрашивает Тамию, что он собирается делать. Тамия объясняет, что собирается устранить конкурентов. После этого он сможет спокойно искать эликсир. И самое главное, он сможет вдоволь потренироваться с мечом. Он думал, что в этом спокойном мире у него больше не будет возможности участвовать в захватывающих поединках с сильными противниками. Фучай соглашается с его планом и сравнивает это с изготовлением яда для насекомых. Чем дольше ждешь, тем сильнее выжившие ядовитые насекомые или в данном случае преступники. Однако он сомневается, что этот план сработает, если не все ядовитые насекомые будут на месте. Если сёгунат потеряет терпение, они пришлют следующую партию насекомых. Так они оказались в нынешней ситуации, когда монстры появляются один за другим. Габамару задается вопросом, что за существо стоит перед ним сейчас. У него голова рыбы, но на 6 руках надеты четки. Однако инстинкты подсказывают ему, что это существо опасно. Монстр срывает четки с его руки и атакует Габамару 6 кулаками. Габамару перепрыгивает через них и бьет монстра по голове. Рыба хватает его за ноги и отбрасывает на землю. Он встает и вспоминает наставление своего учителя, правило номер 5 шиноби. Не вступай в бой с неизвестным противником. Он думает, стоит ли ему бежать или взять с собой Саджири. Рыба обвивает хвостом Габамару и швыряет его на землю. Он снова падает, и Саджири подбегает к нему. Габамару видит, что у него идет кровь, и говорит Саджири, что им нужно бежать. К несчастью для них повсюду появляются огромные монстры с жуткими улыбками на лицах. Они окружены. Габамару активирует свое ниндзюцу и начинает атаковать монстров одного за другим. Саджири ошеломлена происходящим. Она не понимает, в раю она или в аду. Огромный монстр бьет ее, но она уворачивается. Многоножка хватает ее за ногу, и монстр готовится снова напасть. Габамару понимает, что Саджири в опасности, но говорит себе, что сначала нужно разобраться с врагами перед ним. Но вдруг он бросается к Саджири и спасает ее от монстра. На них снова нападают, но другой азиат убивает монстра.
К ним подходит новая заключенная, а за ней еще двое азиатов. Заключенная представляется как Юрия Куноичи. Габамару вспоминает, что жена говорила ему, что нужно благодарить того, кто помог, и он благодарит Юрею. Он спрашивает, почему она помогла им, ведь они соперники. Юрея подходит к нему и говорит, что он кажется очень надежным. Он все еще стоит, несмотря на то, что истекает кровью, и даже спас Саджири. Юзуриха гладит Габамару по груди и говорит, что ей страшно в этом опасном месте. Она сделает все, что он скажет, если он будет ее защищать. Габамару хватает ее за руку и валит на землю, предупреждая, что его нельзя соблазнить. Юя садится и извиняется, но говорит, что ее предложение работать вместе – это серьезно. В конце концов, трое – это не так безопасно, как пятеро. Сагири спрашивает, почему у нее с собой два сименса, и один из них, старший по имени Гэнзи, объясняет, что его назначили на завтра, но он умер, когда Юзуриха его обманула. Он решил, что одного палача недостаточно, чтобы ее контролировать, и решил тоже ее охранять. Габамару и Сагири смотрят на него, уверенные, что он просто поддался чарам Юзурихи. Другой моряк представляется как Сента. Юзуриха рассказывает, что по пути туда они столкнулись с жуткими насекомыми, монстрами и статуями. Они знают, насколько опасно это место. Найти эликсир как можно скорее – это важно, но нет смысла слепо бросаться вперед и умирать без плана. Сагири тоже говорит, что нет проблем в том, чтобы работать вместе, если они оба согласны. Юзуриха радостно реагирует на ее слова и быстро обнимает Габамару, который снова валит ее на землю. Габамару говорит, что не может доверять Куноичи, но Юзуриха улыбается и резко валит Габамару на землю. Она говорит, что доверять нельзя никому. Они могут предать друг друга в любой момент. Даже если они найдут эликсир, только одного из них помилуют. Она просто предлагает использовать друг друга как можно дольше. Габамару отпрыгивает, а Юзуриха мило просит Габамару объединиться с ней. Она делится с ними информацией в обмен на силу Габамару. Например, они думают, что монстры представляют угрозу, но на самом деле опасность исходит от жуков. Бабочки с человеческими лицами летают вокруг монстров, но их гнезда и поведение неизвестны. Их чешуя, похоже, содержит галлюциногены и яд. Габамару с любопытством спрашивает, откуда она это знает, и Усурия объясняет, что она сблизилась с Мароу и уговорила его. Она испытала все это на нем. Многоножки отвратительны, но их можно не бояться. Они едят только мертвую плоть. Есть и другие жуки, но они не нападают, если к ним не подойти. Габамару спрашивает, что в итоге случилось с Мороса, и Усурия признается, что она заставила его потерять бдительность, притворившись мертвой, а потом убила его. Сента также рассказывает, что многие предметы, которые носят монстры, украшены буддийскими или даосскими узорами. Буддизм и даосизм – разные религиозные традиции, поэтому странно видеть их вместе. Буддийские статуи тоже странные. Он сомневается, что они действительно в раю. Сагири соглашается с ним, потому что, хотя монстры кажутся фантастическими, их анатомия и мускулатура похожи на человеческие. Габамару спрашивает Юю, почему она так много рассказывает. Неужели она так отчаянно хочет выжить? Юя вдруг грустнеет и признается, что у нее есть младшая сестра. У нее неизлечимая болезнь, но они не могут позволить себе лекарства. Она стала кунаити, чтобы зарабатывать деньги. Она прошла через адские тренировки, но однажды глава деревни сказал ей, что она не может что-то сделать. А потом они предали ее. Габамару говорит ей, что если она лжет, то пусть расскажет покороче. Юрий понимает, что ее раскрыли, и говорит, что ей не нужна причина, чтобы хотеть выжить. Она просто не хочет умирать, пока еще молода. У Габамару есть последний вопрос к Юрии, и он спрашивает, что она сделала с Мароу. Юя вспоминает, как она ушла от Мароу, и у него из спины выросли цветы, но потом отвечает Габамару, что она ничего ему не сделала. Наконец он соглашается объединиться с ними, если будет получать информацию. Пока они просто сражаются вместе, они сотрудничают в полной мере. Узура радостно обнимает его в знак благодарности, но Габамару снова валит ее на землю, напоминая, что он женат. Тем временем Сагири, наблюдавшая за ними, начинает засыпать. Она размышляет о том, как проявила себя с тех пор, как попала на остров. Раньше она теряла самообладание в бою с монстрами и чувствовала себя беспомощной. Затем она падает на землю в обмороке. Недавно молодой человек по имени Тома стал агентом клана Ямада всего за месяц после вступления в него. Он успешно продемонстрировал свои навыки владения мечом, и его наставник Исон говорит, что ему нужно только казнить преступника, и его имя будет добавлено в их ряды. Исон спрашивает, каких преступников он должен казнить, но Тома говорит, что у него есть предложение. Позже Тома проходит мимо тюремных камер и приветствует одного из заключенных, короля бандитов Азу. Он говорит, что пришел спасти своего старшего брата. Он проник в клан Ямада и за месяц достиг высокого положения, чтобы спасти его. Азу рассказывает, что месяц терпел пытки.
Азу спрашивает, как они выберутся, ведь люди магистрата так просто не сдадутся. Тома улыбается и сообщает ему, что есть способ заставить их прекратить преследование. Он рассказывает, что они могут получить помилование, если выполнят задание Сёгуна. Сейчас Тома палач Асиан, который должен убить Азу. Они вдвоем сражаются с монстрами. Аза радостно нападает на монстра, а Тома хвалит брата за то, как быстро он реагирует на ситуацию. Он всегда так делал. Даже когда их отец, лорд, которому они служили, совершил преступление, из-за которого их план провалился. Даже когда их мать умерла, когда они жили в бедности. Даже когда их отца казнили за то, что он отомстил за своего лорда. Даже когда на них напали бандиты. Он сразу же реагировал на ситуацию и в итоге справлялся с ней. Он стал королем бандитов, пока однажды их не окружила полиция. Тогда Аза приказал Томе бежать и спасти его позже. Клинок Озы сломался после сражения с несколькими монстрами. Но их становилось все больше, и он сказал брату, что они не справятся. Они петляли и бежали мимо монстров, преграждавших им путь. К сожалению, одному из них удалось схватить Тому за волосы. Он обернулся к брату, который остановился и посмотрел на него, но потом продолжил бежать. Тома понял, почему его брат такой сильный. Он напал на монстра, схватившего его за волосы, и заявил, что они не пройдут мимо него. Монстр, стоявший перед ним, внезапно отлетел в сторону, когда Аза вернулся с оружием в руках. Аза поблагодарил Тому за то, что тот дал ему время подобрать оружие. Вдруг мимо его щеки пролетело копье, ранив его. И чудовище, которое это бросило, говорит им, что убийство – это грех. Монстры начинают возмущаться и окружают их, а брат с сестрой ошеломлены таким поворотом событий. Тома дрожит от страха и думает, что они, наверное, не на небесах, а в аду, где грешников ждет божественное наказание. Азер вспоминает, что вся его жизнь была наполнена грехами и преступлениями. Он кричит, что ему уже все равно, и начинает крушить монстров своим огромным топором. Он заявляет, что будет делать все, что захочет. Тома смотрит, как его брат стоит на груди трупов, и восхищается его силой. Он вспоминает, как в детстве Тома плакал, потому что они не знали, что делать дальше. Но брат его успокоил и сказал, что он может просто следовать за ним. Так Аза рассказал Томе свой план. Они убьют всех монстров и преступников на острове, а потом выпьют эликсир сами. Даже смерть не сможет им указывать, как жить. В другом месте товарищи по команде несут без сознания Сагири вглубь острова. Сагири снится, что отец разочарованно смотрит на нее. Она пытается спросить его почему, но просыпается. Генджи приветствует ее и объясняет, что они сейчас в пещере на острове. Она была отравлена чешуей бабочки и потеряла сознание. Сагири встает, и Ян пытается ее остановить, но она отвечает, что не может, потому что должна следить за своим пленником. Выйдя наружу, она с удивлением увидела, что остальные сидят вокруг, как будто они в походе. Она спросила, что они делают, и Габамару объяснил, что готовит ужин. Сента чинит их одежду, а Юзухира лежит в гамаке и присматривает за ними. Теперь, когда Сагири проснулась, Сента предложила обсудить то, что они знают. Они могут поесть то, что приготовил Габамару, пока разговаривают. Юзухира разозлилась, увидев еду, и сказала, что это кикицуган, разновидность еды для ниндзя. Габамару объяснил, что он приготовил это из того, что нашел в округе. Пока он собирал ингредиенты, он также исследовал весь остров. К сожалению, он не нашел ничего, что могло бы быть похоже на рисунок эликсира жизни. Юзухира спросила, знает ли он что-нибудь об эликсире жизни, и Габамару вспомнил о бессмертном вожде их деревни. Он решил оставить эту информацию при себе и ответил остальным, что впервые слышит об этом. Затем Габамару продолжил объяснять, что, собирая ингредиенты, он узнал о различных видах растений. Они смешаны, но в основном это обычные растения, которые можно найти на материке. Его внимание привлекли несколько цветов, похожих на самураев, которые превратились в цветы. Так где же оказались остальные самураи? Он предположил, что большинство растений на этом острове, которые они видят сейчас, раньше были людьми. Эта ужасная новость испортила настроение группе, и Юзухира бросила еду, которую ела, в Габамару. Габамару сказал, что не использовал эти цветы для приготовления еды. В любом случае он не нашел ничего похожего на мандарин, который им дали. Сента считает, что не стоит слишком зацикливаться на этой иллюстрации. Термины «эликсир жизни» и «рай», которые использовал сёгунат, изначально были заимствованы из других культур. Статуи, разбросанные по всему острову, очень похожи на буддийские или даосские фигуры. Беспокоиться о том, чтобы они были религиозными, это пустая трата времени. Им нужно сосредоточиться на самих статуях. Есть ли на острове технология создания каменных фигур? Если да, то кто их создал?
Живут ли они здесь? Мнение Сагири заключается в том, что остров слишком опасен для жизни людей. Поведение и экология монстров и насекомых загадочны. Когда она разрезала их, ей показалось, что у них есть плоть и кости, но нет органов. Их внешний вид тоже странный. Части других животных наложены на человекоподобные формы. Сента также замечает, что предметы, которые носят монстры, тоже выглядят плохо сделанными. Они религиозные, но детали грубые. Другими словами, они похожи на уродливых богов. Они ужасающие, но при этом глупые. Габамару говорит, что существа, которые могут выжить без органов, указывают на бессмертие. Значит, эликсир действительно может быть на острове. Санта соглашается с ним, говоря, что единственная подсказка, которая у них есть, это сами монстры. Позже Гэндзи советует Сагири вернуться на материк на лодке. Он может взять на себя ответственность за нее, так как его собственный преступник мертв. Он напоминает, что Сагири – дочь клана Ямада и, во-вторых, самурай. Как женщина, она обязана выйти замуж за следующего главу клана. В ее нынешнем состоянии она умрет на острове. Есть ли у нее силы убить Габамару? И ее меч, она уже пользуется чужим, а не своим. Сагири вспоминает, как ее собственный меч сломался во время боя с Габамару. Гэндзи говорит ей, что меч – это сердце воина, а она уже потеряла сердце клана Ямада. Санта присоединяется к их разговору и спрашивает, смогут ли они легко вернуться. Большинство самураев, отправленных туда, не вернулись. Даже если они поплывут на лодке, он не уверен, что они смогут сбежать. Тем временем моряк по имени Тенза пытается сбежать с острова на лодке вместе со своим заключенным Нуругаем из Санки. Нуругай сомневается, что они смогут уплыть, потому что течение против них. Даже если они смогут сбежать, его просто казнят за то, что он не смог добыть эликсир. Тенза обещает поговорить с сёгунатом от его имени. Он обещает забрать его домой, потому что из всех преступников Нуругай больше всех заслуживает жить. Вдалеке они наконец видят большой корабль, который приближается к ним. Тенза радуется, но когда они приближаются к нему, то видят, что это обломки всех предыдущих экспедиций. Затем они замечают, что вокруг обломков корабля прячутся какие-то существа, и Тенза достает свой меч, чтобы защитить их. Нуругай ругает его, потому что большинство животных чувствительны к блестящим предметам и враждебности. Но было уже поздно, огромное щупальце напало на них и уничтожило их лодку, оставив их на обломках корабля. Вокруг них начинают появляться все больше щупалец, и им приходится убегать, разрезая каждое щупальце, которое приближается к ним. Нуругай вспоминает слова своего деда, что нужно бежать, потому что он последний из рода Санка. Он задается вопросом, не является ли его нынешняя ситуация результатом божественного наказания. В прошлом Ниугай предложил помощь группе самураев, которые заблудились в горах. Вместо этого самураи спросили, не принадлежит ли он Камиши, и если возможно, хотели бы остановиться в их деревне. Но вместо этого самураи вырезали всю деревню. Оказалось, что амиши – это название тех, кто отказывается подчиняться сёгунату и живет в горах как отдельная культура. При нынешнем сёгуне они считаются мятежниками. Убив всех, они схватили Уругая, надеясь, что он расскажет им, где находятся другие деревни. Они нашли его в тюрьме, где Тензей нашел его. Он не понимал, почему невинного мальчика должны казнить. Поэтому он предложил ему присоединиться к экспедиции и остаться в живых. Среди обломков корабля они с удивлением обнаружили моряка Кишо, который сбежал после того, как его охранник был убит Габаймару. Теперь тело Кишо покрыто цветами. Тенза хочет помочь ему, но это была ловушка, устроенная щупальцами. Увидев мертвое тело Кишо, Нугай опускается на колени и говорит Тензе, чтобы тот уходил без него. Он уже смирился со своей судьбой, как с божественным наказанием за убийство своей деревни. Тенза отбивается от щупальца, пытаясь убедить Ниугая двигаться. Он говорит ему, что ему плевать на деревню и на его дедушку. Он хочет знать, хочет ли Ниугай умереть. Ниугай плачет, вспоминая своего дедушку, и признается, что просто хочет жить и вернуться в горы. Кенза протягивает ему меч и говорит, что они должны сделать все возможное, чтобы выжить. Он указывает на пригодную для использования лодку вдалеке и говорит, что они должны идти туда. После долгого и трудного побега они раненые доковыляли до берега и присели отдохнуть. Они думают, что делать дальше. Ниругай заметил, что все течения в этом районе, скорее всего, возвращаются на остров. Если они не найдут течение, ведущее наружу, то не смогут вернуться даже с эликсиром. Монстры, обитающие на острове, тоже отличаются от тех, что были на горе разбитых кораблей. Это еще одно препятствие. Они начинают смывать с себя кровь, и Тенза говорит Нуругай, что раз лодки с самураями, превращенными в цветы, вернулись, значит должно быть течение, ведущее наружу. Пока они моются, Тенза замечает, что Нуругай выглядит как девушка. Юругай спрашивает, что он имеет в виду, ведь она явно девушка. Тенза пугается, а Нуругай дразнит его и предлагает жениться на ней.
Тем временем разговор Саджири с другим азиатом подходит к концу. Гэнзи советует ей уйти, а Сент наполовину соглашается с ним. Он хочет, чтобы Саджири была рядом на случай, если Габамару понадобится остановить. Он заметил, что Габамару теперь ведет себя иначе, чем когда они уходили, и даже спас Саджири. Саджири думает об этом и вспоминает, как Габамару много раз ей помогал. Позже той же ночью Саджири идет поговорить с Габамару, который стоит на страже. Габамару спрашивает, как она себя чувствует, потому что думает, что яд насекомого подействовал быстро из-за раны, которую он ей нанес во время их боя. Он не только благодарит ее за то, что она его успокоила. Врываться в бой без подготовки опасно, и если Ивагакуку приближается, то лучше подготовиться к контратаке. Саджири поражена его решимостью и говорит, что он сильный. Но Габамару отмечает, что она сильнее его. Он не знает, в чем причина, в силе, технике или характере, но в тюрьме она показалась ему сильной. На следующее утро Гэнзи спрашивает Саджири, готова ли она уйти, но Саджири отвечает, что не уйдет. Люди смотрят на женщину, которая владеет мечом, с удивлением и насмешками. Мало того, ее отец иногда смотрел на нее с разочарованием. Все они хотят, чтобы она жила как женщина. Но если она будет жить как дочь мясника Асата, то станет посмешищем для окружающих. Если она будет жить как воин клана Ямада, то станет изгоем в своей семье. Она не может смириться с тем, что ее считают только женщиной. Она опускается на колени и просит Гэнзи видеть в ней самурая и позволить ей жить так, как она хочет. Гэнзи улыбается и отвечает, что самураи так не живут. Остров — это поле битвы, где нет места женщинам и детям. Он нападает на Саджири с мечом, но, к его удивлению, Саджири легко выбивает оружие у него из рук. Гэнзи ругает ее и забирает свой меч. Но тут их прерывает чье-то появление. Это был Рокирота. Гэнзи быстро отталкивает Саджири в сторону и готовится к бою. Но Рокирота оказался быстрее и ударил его, ранив в живот. В детстве Рокирота много ел, а родители с радостью наблюдали за ним. После еды наступает время игр, где он складывает камни друг на друга. Но через несколько сцен его родители оказываются залиты кровью. В настоящем Рокирота нападает на Гэнзи, и тот отлетает в дерево. Сагири быстро подбегает к нему и опускается на колени рядом с ним. Она говорит, что ему нужна срочная медицинская помощь, но Рокурота лишь отвечает, что уже слишком поздно. Когда она оглянулась, Рокурота уже был над ней и собирался поднять ее. К счастью, появляется Габамару и ударом ноги в лицо отбрасывает Рокуроту. Габамару спрашивает, кто его враг, ведь он практически не пострадал от его атаки. Сагири объясняет, что это Рокурота – гигантский бизон. По идее, Ян должен был охранять его. Габамару понимает, что глаза Рокуроты похожи на глаза хищника, который заметил свою добычу. Он знает, что им будет трудно сбежать вместе, поэтому надевает маску и готовится к бою. Он думает, как бы ему победить Рокуроту, ведь его удар раньше не сработал. Тем временем Рокурота вырывает дерево с корнем и бросает его в Габамару. Габамару перепрыгивает через него, а Сагири прикрывает раненого Гэнзи. Габамару понимает, что физически он слабее. Он зовет Усирию, которая сидела на дереве неподалеку, и спрашивает, сколько еще она собирается просто сидеть и наблюдать. Он умоляет ее помочь ему, как она обещала. Однако Юзуриха смеется и напоминает ему, что они договорились, что она будет собирать информацию, пока он сражается. Она подбадривает Габамару, не собираясь помогать ему. Бой продолжается, Рокурота замахивается на Габамару своими огромными руками. Габамару уклоняется от атак и понимает, что Рокурота быстро двигается и наносит удары. Он инстинктивно чувствует, что защититься от этих кулаков невозможно. Если он коснется их, то тут же умрет. Он решает перейти к затяжной битве, топнув ногой по земле, а затем швырнув в Рокроту камни. Несмотря на то, что камни разлетаются и оставляют дыры в земле позади Рокроты, сам мужчина остается невредим. Габамару понимает, что снаряды неэффективны, поэтому достает свой тканевый пояс и использует ниндзюцу с помощью клинка. Но даже его клинок, который по прочности не уступает стали, не может оставить рану на теле Рокроты. Он использует все свои приемы ниндзюцу, но все они кажутся неэффективными против гиганта. Саджири пытается оказать первую помощь Генджи, перевязывая его рану. Но кровь просто пачкает бинты, и Генджи говорит ей, что это бесполезно. Она должна просто убежать. Саджири упрямо отказывается. Но вместо этого говорит Генджи, что он выживет, если они остановят кровотечение. Генджи говорит Саджири, что она странная. Еще недавно она вела себя как мужчина, но теперь он чувствует в ней женскую нежность. Саджири кричит, что сейчас нет ни мужчин, ни женщин, и она хочет, чтобы ее старший товарищ, который учился у того же мастера, умер. Генджи улыбается ее словам и, наконец, понимает Саджири.
Вместо того, чтобы делить все на две части, например, на мужчин и женщин, сильных и слабых, она принимает противоположные понятия как часть себя. Ее убеждение – это срединный путь. Он протягивает Саджири свой меч и напоминает ей, что меч воина – это его душа. Ракурота, вероятно, уже убил Яна. Если она самурай, то Генджи больше не будет говорить ей, чтобы она убегала. Вместо этого он умоляет ее убить Ракуроту. Саджири берет его меч. Тем временем Габамару все еще изучает своего противника. Ближний бой слишком опасен, но снаряды неэффективны. Если бы у него была возможность использовать ниндзюцу, аскетическое пламя, у него был бы шанс. Но если он подойдет ближе, Карукота раздавит его как букашку. Если бы их было двое против одного, он мог бы найти слабое место. Внезапно Ракурота вскрикивает от боли, когда ему отрубают мизинец. Сагири подходит и говорит Габамару, что если вонзить клинок вместо соединения мышц, сухожилий и костей, то можно разрезать даже самое сильное тело. Нужно понять строение тела противника и атаковать в уязвимые места. Это стиль моряка Ямады. Она размахивает мечом и присоединяется к Габамару. Сента, наблюдающий за происходящим вместе с Усурии, говорит, что хотел бы пойти и помочь своим товарищам-студентам. Но Усурия замечает, что Гэнзи уже не спасти. Более того, несмотря на шум, который они подняли, монстры не приближаются. Поэтому лучше понаблюдать за ними. Сагири замечает, что Карукота уже остановил кровотечение из пальцев, и Габамару понимает, что им нужен один смертельный удар, чтобы победить. Они должны целиться в промежутке между его костями и обезглавить его. Единственная проблема в том, что шея Какуты слишком высоко, поэтому им нужно разделиться. Габамару предлагает Сагири отрезать Какутё ноги, пока он будет отвлекать его. Лицо его старшего брата Эона всплывает у нее в голове, и она с яростью наносит удар по ногам Какуты. К ее удивлению, ее клинок не разрезает их. Она отступает, когда Кукота замахивается на нее. Габамару спрашивает, все ли с ней в порядке, а Сагири замечает, что если она будет атаковать так же агрессивно, как раньше, то ее мастерство владения мечом пострадает. Она должна сохранять спокойствие, отбросить эмоции и полагаться только на разум. Они снова повторяют свой план, когда на них нападает Карукота. Габамару уклоняется от его атак, когда замечает, что его нога повреждена. Должно быть, он растянул ее, когда уклонялся от ударов Карукоты. Тем временем Сагири снова атакует, стараясь сохранять спокойствие, но ее меч все равно отскакивает от руки Кукоты. Она говорит Габамару, что будет трудно пробиться сквозь кости Карукоты, пока он в ярости. Движения Кукоты сокращают расстояние между его костями, не оставляя места для ее меча. Обычно отрубают голову человеку, который склонил ее. Таким образом, чтобы убить Карукоту одним ударом, ему нужно наклониться. Они думают о том, как будут атаковать дальше, когда слышат урчание в животе Карукоты. Внезапно Кукота начинает так громко плакать, что все вокруг вынуждены заткнуть уши. Это отвлекает Габамару, и он не замечает следующую атаку Карукоты, и тот бьет его в полную силу, отбрасывая на землю. Габамару встает из-под обломков. Он смог выдержать удар, но его начинает сильно тошнить кровью, и он падает на колени. Карукота снова нападает на раненого Габамару, и Сагири приходится прыгнуть перед ним. Она вспоминает слова Ганзи о том, что ее убеждение – это срединный путь, и понимает, что вместо того, чтобы отвергать свои эмоции и полагаться только на разум, она может просто принять противоположные концепции такими, какие они есть. Это позволяет ей успокоиться и отразить атаку Карукоты своим мечом. Она превращает свои эмоции в силу, но использует логику, чтобы не терять цель из виду. Это срединный путь. Глаза Габамару расширяются, когда он видит силу Сагири. Санта, наблюдающий за боем, тоже отмечает, что обычно Сагири занимает 12-е место в рейтинге. Но их клановые ранги определяются не только навыками. Они распределяются в соответствии с тем, подходят ли они для руководства кланом. Поэтому Сагири теряет свой ранг просто потому, что она женщина. С точки зрения навыков, она владеет мечом лучше, чем кто-либо другой. Гэнзи также замечает, что Сагири может бояться монстров на острове, но как моряк она не боится преступников. Сагири продолжает блокировать атаки Карукоты, пока тот случайно не спотыкается на рыхлой земле, которую они разворотили во время боя. Сагири быстро заходит ему за спину и перерезает ему горло. Однако Карукота подпрыгивает в воздух и отскакивает назад, прежде чем она успевает это сделать. К счастью, у Габамару появляется новая идея, как заставить Карукоту опустить голову, хотя его идея может быть немного экстремальной. Габамару понимает, что единственный способ победить Карукоту – это обезглавить его. Но для этого нужны не только исключительные физические способности. Ему нужны навыки клана Ямада, специализирующегося на обезглавливании. Габамару делает шаг вперед и снова использует ниндзюцу, окутывая свое тело пламенем. Увидев это, Юра быстро встает и говорит Сенте, что им нужно отступить.
Габамару снова атакует Карукоту каменными снарядами, но на этот раз окутывает их пламенем. Карукота блокирует их, разбрасывая по всему полю боя. Он также бросает огненный шар прямо в Карукоту, который отбивает его в ближайшее дерево. Габамару продолжает атаковать его огненными снарядами, которые разлетаются повсюду. Через некоторое время Габамару устает от своей техники. Сагири говорит ему, что этого достаточно и что продолжать было бы безрассудно. Огонь уже начинает распространяться, и Усуя пытается выбраться из пылающего ада. Она говорит Сенто, что Габамару не просто пытается убить Ракуроту, он хочет поджечь всю округу. Затем они решают использовать дым, который образуется при горении сырой древесины. Поджигая ветки и листья, они могут быстро заполнить пространство над собой дымом. Если Ракурода продолжит буйствовать и кричать, он начнет задыхаться и вдыхать большое количество дыма. Отравленный дым заставит его потерять сознание. Другими словами, угарный газ в дыму соединится с гемоглобином в крови, и тело быстро начнет испытывать недостаток кислорода. Габамару советует Сагири оставаться на корточках, чтобы не вдыхать дым. Когда Ракурода, кашляя и задыхаясь от дыма, падает на колени, Сагири встает над ним с поднятым мечом. Он пытается оттолкнуть ее, но Габамару останавливает его руку и прижимает к земле. Он кричит Сагири, чтобы она убила Ракуроту, потому что он долго не протянет в схватке. Сагири спокойно смотрит на шею Ракуроты и определяет расстояние между его позвонками. Затем она делает вдох и одним быстрым движением опускает меч на шею Ракуроты. Перед смертью Ракурота видит перед глазами всю свою жизнь. Он был просто большим голодным мальчиком, который из-за своей невероятной силы разрушал все, к чему прикасался. Однажды, когда он был голоден, он случайно ударил своих родителей, убив их на месте. Он никогда не поймет, почему он всегда голоден или почему никто не хочет с ним играть. Сагири извиняется перед Ракуротой за то, что напугала его и позволила ему выйти из себя. Она понимает, что Ракуроту просто не понимают, и нежно гладит его по щеке. Затем она закрывает глаза его обезглавленному телу и просит его упокоиться с миром. Тем временем Габамару говорит ей, что им пора уходить, потому что огонь становится сильнее и может привлечь монстров. Сагири бросает последний взгляд на Гэнзи и убегает вместе с Габамару. Воспоминания о времени, когда она тренировалась и училась у Гэнзи, всплывают у нее в голове. Позже, когда они уже далеко от огня, Габамару и Сагири прячутся в кустах и наблюдают за монстрами, которые ходят вокруг и направляются к огню. Это их смущает, потому что обычно животные инстинктивно избегают огня. Габамару вздыхает и предлагает пойти туда, откуда пришли монстры. Это может быть опасно, но у них нет выбора. Экология монстров – их единственная зацепка в поисках эликсира. Габамару также спрашивает ее, не беспокоится ли она о своих товарищах-моряках, но Сагири отвечает, что все они знали, что могут погибнуть, когда соглашались на эту работу. Поэтому было бы неуважительно слишком беспокоиться о них. Если она действительно беспокоится, то ей нужно просто найти эликсир, чтобы они все смогли завершить миссию. Продвигаясь вглубь леса, они видят силуэт Юрии и Сенты. Габамару уже собирался отругать их за то, что они не помогли, но тут он наконец видит, на что они смотрят. Это были руины деревни. Санта говорит, что если это действительно Шинсёнкай, то в этой деревне, скорее всего, живут отшельники. В другой части леса Аза и Тома убивают монстров. Аза пьет кровь монстров, чтобы восстановить силы, и спрашивает Тому, о каких отшельниках он говорил раньше. Тома объясняет, что отшельники – это сверхлюди, согласно философии Шэньсянь. Они выглядят как старики, владеют таинственными заклинаниями и предположительно бессмертны. Это они должны были жить в Шинсинке, а не монстры, с которыми они сейчас сражаются. Затем Аза чувствует кого-то вдалеке, и когда они идут посмотреть,